Сегодня мы приготовим вкуснейшие баклажаны, очень просто и немного необычно. Сегодня я покажу одну кулинарную хитрость. Как пожарить баклажаны с минимальным количеством растительного масла. Итак, 2 баклажана весом 700 граммов я нарезаю крупными кубиками. Сторона каждого кубика будет примерно 2 сантиметра. Вот так. Кладу их в миску. Теперь такой лайфхак. Всего одно яйцо разбиваю в мисочку. Очень хорошо его разболтаю. Так сказать, до однородности. И сразу же выливаю в баклажаны. А затем буквально разотру руками, чтобы каждый баклажанчик окунулся в яйцо. Смотрите, они становятся такие вот красивые, желтенькие. Баклажаны пока убираю в сторонку, пусть они постоят и впитают яйцо, как губка. Тем временем я нарежу одну луковицу. Если вы, как и я, любите поджаренный лук, то луковицу берите крупную. Лучок нарезаю тонкими полукольцами. Дальше я хорошо разогреваю сковороду, наливаю сюда пару ложек растительного масла для жарки, высыпаю лучок в сковороду. Лук пассируем на достаточно большом огне, помешивая. Нам нужно, чтобы он стал прозрачным, сладким и нежным. Ну вот, лук начал золотиться, стал мягким, пахнет очень аппетитно. Я его убираю с огня, сковороду освобождаю от лука, причем стараюсь это делать так, чтобы растительное масло максимально осталось в сковородке. Снова ставлю ее на интенсивный огонь. Наливаю немного растительного масла, баклажаны. Перед приготовлением опять перемешаю. Теперь можно уже просто ложкой. Вот, у меня на дне совсем не осталось яйца, все впитали баклажаны. Это важно. Я их высыпаю в ту же сковороду с луковыми ароматами. Еще раз обращаю внимание, огонь у меня довольно интенсивный, а сковорода большого размера. Это нужно для того, чтобы они жарились быстро, равномерно и не теряли свою форму. При этом я их периодически аккуратно помешиваю. Видите, какие они получаются красивые и аппетитные. У них золотистая корочка снаружи, а внутри они мягкие и сочные. Когда они так красиво зарумянились со всех сторон, я посыпаю баклажаны хорошей щепоткой черного молотого перца. Добавим соли по вкусу. Хорошо перемешаем. Перец раскроет свой аромат, и мы выключим огонь. Видите, при таком замечательном способе приготовления нам понадобилось всего буквально 2-3 столовых ложки растительного масла. Лишний жир нам не нужен. Теперь я сюда возвращаю ароматный лучок. 1 крупный зубчик чеснока пропускаю через пресс. Если вы любите чеснок и пряный вкус, то можете смело добавить 2 зубчика. И сразу же появляется фантастический аппетитный аромат. И, конечно, добавим зелень. Это важно. Я нарезаю петрушку. Также сюда подойдет укроп или кинза. Петрушку нарезаю как можно мельче, чтобы она начала выделять сок и появился очень хороший аппетитный аромат. Петрушку в сковороду. Перемешаем, попробуем, достаточно ли соли, перца, чеснока. Мне чеснока кажется мало, поэтому я положу 1 крупный зубчик еще. Уж очень хорошо эти ингредиенты дружат между собой.
Обязательно попробуйте этот вкусный и простой, даже экономный рецепт в сезон баклажанов. Также я рекомендую вам сразу подписаться на канал и нажать колокольчик под видео, чтобы вы могли видеть новые интересные рецепты. Как же это вкусно! Не передать словами. Благодарю вас за ваш лайк под видео и за ваше доброжелательное мнение в комментариях. Как всегда, желаю вам крепкого здоровья и мирного неба над головой. И как всегда, встретимся в следующем вкусном видео. Самый простой, быстрый и вкусный рецепт из баклажанов. В кастрюлю наливаю воду, примерно 1,5 литра. В воду опускаю 1 лавровый лист и 3 душистых перца горошком. И ставлю закипать. Затем беру 2 средних баклажана. Они весят 700 граммов. Баклажаны нарезаю кубиками. Не очень мелко. Так, чтобы сторона каждого кубика была примерно 1,5-2 сантиметра шириной. Измельченные баклажаны опускаю в кипящую воду со специями. После закипания воды варю их 4 минуты. Как это хорошо пахнет! Дальше я баклажаны перекладываю на сито. И даю им хорошо стечь. Вода с баклажанов стекает, а я тем временем нарежу 1 луковицу. Лук я нарежу тонкими полукольцами. Вот так. Измельченный лук сразу же высыпаю к баклажанам. Добавляю соль по вкусу, примерно половина чайной ложки. Для баланса вкуса 1,5 чайных ложки сахара. Большая щепотка черного молотого перца. Эти баклажаны будут пикантными. Я добавляю 2 зубчика чеснока. Чеснок натрем, мелко нарежем. Или, как я, пропустим через пресс. Дальше возьмем яблочный или винный 6% уксус, 1,5 столовых ложки, или же ориентируйтесь на свой вкус. И также добавим 2-3 столовых ложки растительного масла, здесь опять-таки учитывайте свои предпочтения. Ну и также положу зелень. Мелко нарезаю немного петрушки, а если вы больше любите укроп, то он также подойдет. Ну вот, все очень просто, быстро и экономно. А получится вкусно. Лично мне такие маринованные баклажаны напоминают маринованные грибы маслята. Теперь дадим баклажанам полностью остыть. И поставим в холодильник минимум на полчаса, чтобы они промариновались. Вообще принцип такой: чем дольше стоят, тем вкуснее становятся. Если рецепт вам понравился, готовьте на здоровье. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите колокольчик под видео, чтобы вы могли видеть новые интересные рецепты. Я благодарю вас за ваш лайк под видео и за ваше доброжелательное мнение в комментариях. А также, как всегда, желаю крепкого здоровья, побольше радостных событий и мирного неба над головой. И, как всегда, до встречи в следующем вкусном видео.